Самое главное настрой. А, Катенька, привет! Добрый день, слушатели и слушательницы нашего канала. Я продолжаю свое ток-шоу с людьми, которые мне интересны, и людьми, которые вдохновляют меня лично, и которые могут являться примером для кого-либо еще. Сегодня у нас в гостях моя приятельница, давняя приятельница. Мы с тобой, Катя, на «ты», поэтому, чтобы никого не удивлять, Катя Баранова, начальница управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА. Извините, пожалуйста, я читаю с бумажки, чтобы не ошибиться, потому что человек важный. Я сама читаю свою должность с бумажки обычно. Ну вот, понимаешь, Катя, насколько я понимаю, что это управление, которое работает и с журналистами, и с людьми по предоставлению публичной информации или по предоставлению информации, которая может понадобиться людям от администрации. И также Катя занимается преподавательской деятельностью. Она преподает несколько дисциплин в университете имени Бориса Гринченко, связанных с организацией работы пиар-структур и организацией пиар-мероприятий. Катенька, буду называть тебя Катенька, извините, пожалуйста, слушатели, для всех Катя Баранова, а для меня Катенька. Хорошо, Анечка. Можно, да, я ж говорю, что мы старые приятельницы, просто хочется узнать от тебя чуть-чуть больше о твоей деятельности, о профессиональной. И расскажи нам, пожалуйста, как ты попала в журналистику, как ты начала этим заниматься и что породило твой интерес, так сказать, в этой области? Ну, то, что я хотела заниматься журналистикой, я, наверное, начала об этом говорить, когда мне было года 3. После этого я хотела быть нянечкой, балериной и еще кем-то. Но вот как-то это было первое такое мое... Наверное, это была первая профессия, о которой я узнала и которая меня заинтересовала. Ну и понятно, что в школе все стенгазеты делала я. Ага. И приблизительно в старших классах я уже писала для одной местной молодежной газеты. Но вот когда я в 8 классе перешла в лицей из обычной школы, я как раз пришла в день выборов президента лицея и подумала, что это вот тоже то, что мне интересно. И меня тогда заинтересовалось школьным самоуправлением, которое тогда было, и уже через год победила в этой президентской гонке в лицее. Параллельно Символично, продолжаю Катя, символично. интересоваться журналистикой, да. Мгм. Ну и буквально через пару месяцев после выпуска из лицея я уже работала в партийной газете. Это был как раз предвыборный период. Вскоре должны были выбирать Киевсовет и мэра. Это был 2005-2006 год. Я тогда 15 лет приняла... назад, грубо говоря. 15 Да, лет назад, да, так, на 15 лет секундочку. назад. Я тогда приняла не очень популярное в то время и, в принципе, сейчас решение для выпускников. Я не поступала в первый год после выпуска. Я начала работать. Начала работать в этой газете. Параллельно я пошла на такой нулевой курс университета, там, где выпускные экзамены считались вступительными, и уже год я училась в Институте журналистики Шевченко, но на заочном, потому что в тот же год я начала работать в мэрии. Мне было, когда я туда пришла на стажировку, мне было 18, а когда начала работать, 19 лет. Ну, Вот. собственно, пришла работать я в пресс-службу. До пресс-службы у меня был, после выборов, на которых выиграл Черновецкий, у меня был короткий период работы на городском интернет-портале Киев-2000, где я писала новости про город и ездила на события, которые организовывала на тот момент новая пресс-служба нового мэра. Собственно, так мы и познакомились, и меня пригласили в пресс-службу, по сути, делать тоже, писать новости про город. Ну и вот с тех пор я этим и занимаюсь. Я хочу вот еще раз обратить внимание на то, что ты начала работать в 18 лет в мэрии, правильно? То есть вот, так сказать, в этой области. Скажи, пожалуйста, страшно ли было начинать работать на госслужбе?
Пугало ли тебя, может быть, это как-то? Или какие-то нюансы? Что ты чувствовала? Мне кажется, что в 18 я ничего не чувствовала по поводу госслужбы. Для меня вообще сам факт того, что я стала госслужащей, это было 18 как лет. побочный эффект от того, что я работаю в пресс-службе. То есть Мгм. мне хотелось работать в пресс-службе, заниматься пиаром. Мгм. А то, что это госслужба, ну, значит, такая структура. То есть я для себя особо не давала тогда отчет вообще, что это. Мгм. Но с тех пор очень много изменилось самого отношения к госслужбе, не только у меня, а в целом. Если раньше это было суто служба государству, Мгм. то Мгм. сейчас во всем мире уже и у нас, в общем-то, уже тоже это больше называют публичной службой. Мгм. Ам, Ты служишь не государству, а его жителям. И Мгм. вот я, работая в городе, своими потребителями, клиентами, Мгм. заказчиками считаю не столько государства, сколько жителей города, в Мгм. мэрии которого я работаю. Мгм. Вот интересно, Поэтому, да, какие задачи ты себе ставишь, как ты сама, как бы, как ты лично видишь свою работу в общем и в целом? Именно вот на госслужбе, мне понравилось, что ты сказала, что это не так как для людей, да? Вот как-то, может быть. да, ну, по сути, задача моего управления — это Мгм. предоставить информацию и журналистам, и с 2011 года у нас действует закон о доступе к публичной информации. Это значит, что каждый житель, Мгм. ам, не только житель, это касается и физлиц, и юрлиц, и объединений граждан, может подать запрос к органу власти и в течение 5 дней рабочих получить на него ответ. Мгм. Мгм. Собственно, здесь вступил в силу этот закон. Мое управление на тот момент было просто пресс-службой, и мы взяли на себя эту обязанность работать Мгм. не только с журналистами, как было раньше, но и с людьми. Мгм. Это очень сильно изменило все в нашей работе, потому что если раньше между нами и жителями были посредники, журналисты, то Мгм. сейчас мы работаем непосредственно с жителями, и они могут звонить мне на мобильный, потому что мой номер телефона — это, наверное, единственный мобильный номер, который есть на сайте мэрии, поэтому я очень часто получаю звонки просто от людей, которым что-то нужно узнать. Мгм. Например, мне может позвонить водитель грузовика и спросить, как ему лучше заехать в центр. Или там какая-то молодая мама попросит сказать, как ей зарегистрировать ребенка в садик. В общем-то, у нас большую часть информации мы стараемся реагировать на такие вопросы и сразу ее Мгм. публиковать на нашем сайте. Но, тем не менее, звонков поступает очень много, и часто они как бы совсем не профильные, но я не, мне сложно отказывать людям, сказать там, вы не туда попали или вам Мгм. нужна какая-то другая служба. Если я знаю, как им помочь, я скорее это сделаю. Часто нам Мгм. звонят и говорят, вы же управление информационного обеспечения, обеспечьте меня, пожалуйста, информацией. И вот, То есть люди уже знают о своих правах, ну, может быть, и правильно. да, Я вот как конечно. раз хотела тебя спросить приблизительно об этом. У меня очень часто бывает, когда я злюсь на одесскую мэрию или когда я злюсь на одесских чиновников по поводу там застройки побережья или еще чего-то, но я понимаю, что так сказать, скандалить с аватаркой одесской мэрии нет смысла, да, вот поэтому я хочу у тебя спросить про твой департамент и про людей, которые ведут СММ, потому что я очень часто Кто-то вижу тегает КМДА, кто-то тегает Кличко мэр, кто-то тегает, ну, то есть какие-то странички публичные, да, социальные. Скажи, пожалуйста, как вы с этим справляетесь? То есть не все же люди понимают, что за табличками, за аватарками находитесь вы.
простые люди, то есть не напрямую там сидит Виталий Кличко, который отвечает, правильно, или, или кто-то из чиновников. Я думаю, что не то чтобы не все люди понимают, просто не все люди, скорее всего, задумываются о том, Мгм. кто им отвечает со странички Киевской городской государственной администрации. То есть Мгм. это не какой-то автоматический бот или робот, это конкретные люди, это мои М. сотрудники, мои коллеги, с которыми иногда я отвечаю на сообщения, которые приходят на страничку КМДА. Конечно. М. И да, бывает сложно, особенно когда у людей есть какая-то проблема, которую они долго не могут решить. Мгм. У них накапливается агрессия, и они ее выплескивают Мгм. в лицо аватарки КМДА. Да, А за этой аватаркой сидит человек, которому сложно не воспринимать это на свой счет. конечно. Потому что на самом деле ты правда со временем начинаешь воспринимать это как личное. Мгм. Когда там ругают, что у нас одновременно ремонтируют все мосты, поэтому пробки. Э, Мгм. Я даже в разговорах с таксистами иногда у меня такой включается рефлекс объяснять, почему так, Мгм. почему мосты лучше ремонтировать летом, к примеру. Мгм. Да. И почему у нас небольшой период, когда мы можем все эти работы сделать. И Мгм. вот те сотрудники, которые общаются непосредственно в соцсетях, они, конечно... Анечка, извини, мне чизкейк привезли, Ничего страшного. секундочку. Анечка, он, конечно, даже через 3 пакета пахнет очень соблазнительно. М. Без проблем. Готова вернуться к полноценному, да, разговору. Мы остановились на разделять, тяжело разделять личное и публичное, то есть что твоя работа становится уже твоей жизнью, и что ты таксистам, бывает, объясняешь. Да, я принимаю звонки. У меня не бывает периода, когда я не беру с собой телефон или не отвечаю на звонки. Кроме того, у меня стоит переадресация на моего заместителя, и если вдруг я не могу ответить, то он всегда ответит. Поэтому мне часто, когда до меня дозвонятся, говорят: «О, это единственный номер, по которому нам ответили». Я понимаю, что Мгм. такое может быть, особенно если это ночью или в обед. Но Ну да, да. на самом деле я работаю с удивительными людьми, которые... Ну вот бывает, что чиновников не любят, считают их бюрократами, какими-то хладнокровными, Мгм. коррупционерами, которые там лишний раз бумажку не подвинут. Я не исключаю того, что такие могут быть, но, Мгм. к счастью, меня окружают люди другие. Возможно, это связано с тем, что конкретно мой сектор — это сектор коммуникаций. Мгм. И для нас вот этот вот коннект с людьми, он очень важен, в нем заключается наша работа. И, конечно, м, эта работа воспринимается мною как личная. И Мгм. я просто очень долго уже там работаю, я пришла очень юной, и многие Да. мои взгляды сформировались уже Мгм. там. Конечно. Эм, И, ну, мне очень гордо, что я работаю именно в сфере городского управления, потому что я люблю город, и мне кажется, что именно в этом месте я могу делать что-то по-настоящему полезное. Поэтому для меня эта работа не просто способ заработать деньги Мгм. или реализовать какие-то свои амбиции, это еще и способ сделать что-то реальное, полезное для города, для его жителей. Ну, Мгм. понятное дело, что я там всегда мусор несла до урны там, и Это да. к городскому пространству относилась уважительно, но хотя у меня тоже масса бывает каких-то претензий к тому, что меня окружает. У меня, к примеру, не очень хорошо убирают в подъезде, поэтому, когда меня уже это все просто добивает, я беру швабру и иду мыть пол в подъезде. Да, мы И, можем это кстати, видео увидеть у тебя на Фейсбуке, кстати, у тебя да, и вот по поводу этого видео был очень смешной случай. Насколько люди реагируют на
такие вот коммунальные бытовые вопросы, странно. Я записала видео, как я мою пол. Это было как раз начало эпидемии, и я надела просто все самое старое, что у меня было дома, чтобы его потом выбросить, потому что мне казалось, что вокруг везде коронавирус. Я купила много хлорки и мыла подъезд просто с 5-го до 1-го этажа, все поручни. Мне там периодически мама, которая моя соседка, выходила помогать там сменить воду в ведре. И вот когда я смонтировала и выложила этот кусочек видео ускоренный, его начали шерить разные люди, и я в комментариях начала читать советы о том, как мне надо было мыть пол. Типа, ого, ваша уборщица ни разу не сменила воду, весь подъезд одним ведром, одной тряпкой. Я была в шоке просто. Люди, или там, у нас так не убирают, нам до такого ждать и ждать. То есть многие даже не поняли, что я просто вышла помыть свой подъезд. Что это была твоя инициатива. Да, Да, и что я не личная. уборщица. Да, да. И я, конечно, сначала молчала, а потом начала всем отвечать, что, ребята, вы тоже так можете, просто ведро, швабра, и ваш подъезд такой же чистый, как мой. И ваша инициатива, конечно. Катя, вот скажи, пожалуйста, как научиться вот так спокойно или нейтрально реагировать на разные комментарии? Потому что я человек вспыльчивый, но, наверное, поэтому я и не работаю в публичной как бы сфере и тем более на госслужбе. Скажи, пожалуйста, как ты балансируешь? Нужно ли знать психологию? Нужно ли понимать? Потому что я могу только представить, какое количество разнообразных комментариев ты и ваш отдел получает. Для меня это скорее уже какой-то приобретенный навык, потому что вот сглаживать конфликты или улаживать их, это или помогать их избегать, это одна из моих задач на работе. То есть, по сути, практически каждое обращение к нам является конфликтным. Ну да. Люди крайне редко пишут в городскую администрацию, хотя такое тоже бывает, личное сообщение, что вы такие молодцы. Но такое тоже бывает часто. Но в основном они пишут с какой-то проблемой, и уже заведенные. Поэтому как-то сменить тон разговора, перевести в какое-то более конструктивное русло. Это то, чем я занимаюсь каждый день. Поэтому не отвечать агрессией на агрессивные комментарии — это уже просто навык. Это то, что можно практиковать, я считаю. Но для этого должна быть хорошая выдержка и, возможно, там какое-нибудь успокоительное. Ну да, потому что часто бывает, что я просто нейтральный зритель, читаю и иногда думаю, ну, мне кажется, что вот поэтому очень важно, что я хотела с тобой увидеться, чтобы, может быть, как-то пролить свет и объяснить, что за аватарками простые люди находятся, и что вы это принимаете на свой счет. Я, с другой стороны, могу понять людей, как бы агрессивных или озлобленных, может быть, они недовольны властью, но какие-то же, наверное, может быть, надо искать другие пути. Вы же все-таки получаетесь как агенты между властью, да? То есть вы... Да. Мы, вот очень часто еще журналисты, когда говорят про пресс-службу, они говорят, это по ту сторону баррикад. Я с этим не совсем согласна, потому что, возможно, ну вот в сфере государственной службы пресс-служба точно не по ту сторону баррикад, потому что наша задача как пресс-службы — это информировать жителей, предоставлять им информацию. Такая же задача стоит и у журналистов тоже. Да. Поэтому мы скорее работаем для того, чтобы помочь им, помочь журналистам найти ту информацию и написать о том, о чем они хотят. И точно так же с людьми, которые нам пишут, мы на их стороне. Мы на стороне тех, от кого мы получаем сообщения, потому что наша задача им помочь. И, конечно,
они могут быть недовольны действиями власти, но отвечает им от имени власти сотрудник, Да, который точно так же, как они, ходит по этим же улицам, да, живет в таких же домах, у которого тоже отключают горячую воду. абсолютно. И вот если бы можно было бы сбавить этот градус Мгм, агрессии, злости в сообщениях, мгм. возможно, даже это больше бы привело к быстрому решению проблем. Потому что, Абсолютно. конечно, это не такой слегка замкнутый круг. Мгм. Когда ты хочешь помочь человеку, и в ответ на твое желание помочь ты получаешь агрессию. М, С какого раза ты перестанешь реагировать так по-доброму? Конечно, То конечно. есть с какого раза это желание помочь, когда в ответ ты получаешь сообщение с какими-то проклёнами, Мгм. проклятиями, с какого раза ты перестанешь на это реагировать? Потому что ты стараешься закрыться от негатива для того, Конечно, чтобы конечно. он тебя не ранил. И тем самым ты закрываешь и свою чувствительность к проблемам. Да. Мгм. Поэтому мне кажется, что самое главное во всех отношениях — это взаимоуважение. И, конечно, мы очень надеемся на такие взаимоуважительные отношения с нашими клиентами, с теми, с кем мы переписываемся в Мгм. соцсетях или отвечаем на запросы. Ну, с журналистами тоже бывают конфликтные ситуации, но, конечно, не так часто, как просто с людьми, которые уже устали там от Мгм. того, что им нужно утром греть воду в Да, кастрюле. да. Я понимаю, я сама, когда жила в Киеве, у меня тоже было много вопросов и ну, к власти, как бы, да, к, так сказать, благоустройству города или чему-то, но я понимала, что, потому что я знакома с тобой лично, и я знаю, что там сидит отдел, но я должна сказать, что мне, например, очень нравится служба, если я не ошибаюсь, номер 1551 или 1515. Да. Какой номер конкретно? Я вот 1551 у нас есть и 1551. 1557. Это две разные. Да, 1551 это просто там супермены, которые отвечают на все вопросы. То есть это в целом городская служба. А мгм, 1557 это жилищно-коммунальное хозяйство. Это если там крыша течет, свет пропал. Ну, в общем, такое то, что касается твоего дома. мгм, Также у мгм. нас есть служба спасения, наш Карс, ты с ними, мне кажется, тоже знакома. К Это сожалению или к просто счастью, да. шикарные ребята, Да, да, которые наши спасатели киевские, которые просто днем и ночью на связи. Вот это абсолютно. мои любимчики, я их обожаю. Да. И вот мы, конечно, с этими структурами плотно работаем, потому что это какая-то оперативная информация всегда. Ну вот мне кажется, это очень важно вот в нашем с тобой диалоге рассказать сейчас людям о том, что есть службы вот такие, и что можно решать все действительно по-человечески. А с вашей службой МЧС я имела непосредственное, так сказать, непосредственное взаимодействие, когда у меня дома разбился термометр, и я начала паниковать. Это было, кстати, поздно ночью, это было около 11 или 12 ночи. И они приехали, ну, я не знаю, минут 5-7 максимум. То есть очень оперативно, очень быстро. Они все сделали, и это была бесплатная услуга, кстати, что немаловажно. Ну Причем, да. что я пыталась как-то их отблагодарить или что-то, они сказали, нет, нет, категорически нет. Они очень быстро ушли, там они этими щеточками все почистили. И, как бы, Я просто хотела сказать, что на самом деле м, городская власть в Киеве очень открыта. У мгм. нас есть очень много каналов коммуникации. Есть 1551, 1557, горячая линия Департамента здравоохранения. Есть совет доктора по телефону. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, но я этот номер Ты мне сможешь его тебе дать, отдельно да, и напишу. я Да. запишу там под видео, да, конечно. Есть наше управление, есть управление обращений граждан. Эм, Вообще любую информацию можно найти у нас на Мгм. сайте. Поэтому мне кажется, что если эм, жителю города необходимо решить какой-то вопрос, у него есть масса для этого инструментов, и мы всегда готовы помочь.
или проконсультировать. Мы тоже очень часто консультируем по телефону, поэтому я рада работать в этой системе, потому что она действительно полезная. Да, конечно. Просто нужно, чтобы люди о ней знали и пользовались так сказать, в конструктивном русле. Правильно, да. Да, но учитывая количество звонков на 1551 и наших запросов, много людей знают и Знают. пользуются. Ну да. Ну и на том хорошо. Да, я всю вот эту информацию, что ты дала, я под видео сохраню. Надеюсь, что это тоже может быть кому-то полезно. Катенька, хочу вот спросить, значит, ты сказала, что ты пришла в пресс-службу мэрии и в эту структуру в 18 лет. Не будем сейчас говорить, сколько тебе лет, но, скажем так, 30 плюс, да, то есть можно простым арифметическим путем посчитать, что более 10, даже скорее уже более 15 лет ты находишься в этой структуре. 14. 14 лет. Ну, сейчас, конечно, все быстро посчитают, сколько тебе лет, но неважно. Скажи, пожалуйста, во-первых, первый вопрос. Чем отличается мэр от главы КГГА? И второй вопрос такой, так чтобы избежать всех кулуарных сплетен, потому что я понимаю, что ты не все нам можешь рассказать, и нам все не нужно. Скажи, пожалуйста, сколько мэров уже сменилось на, так сказать, твоем веку? За твои 14 лет. То есть, потому что я так понимаю, что мэр же это тоже там определенный срок. Расскажи нам, пожалуйста, об этом немножко. Ну, разница между мэром и главой КМДА, главой городской администрации, для Киева на данный момент не очень большая. Но вообще мэр — это избирательная должность. Это человек, которого на выборах выбирают киевляне. А главу администрации назначает президент. В Киеве, потому что Киев столица, он имеет особый статус, президент обычно назначает того же человека, которого выбрали киевляне. Но был у нас такой период, когда у нас не было избранного мэра, был только глава администрации. И вот если говорить только о мэрах, которых выбрали, то Кличко для меня сейчас — это мой второй мэр, потому что первым был Черновецкий, потом у нас очень длительный период не было избранного мэра, был только глава администрации, и за тот период их было, по-моему, 4. А потом на выборах победил Кличко, и фактически в моей рабочей истории он второй мэр. Ну и, собственно, чему я, честно, очень рада. Просто скажи, пожалуйста, как меняется отношение команды твоего отдела со сменой мэра, со сменой главы? Как вы реагируете? Ваш костяк, да, ваш коллектив? Ну, тут все дело в том, что нашим основным клиентом является не глава, а киевляне. Мы посредники, поэтому для нас, по сути, меняется крайне мало что в нашей работе, но мы постоянно ищем какие-то новые пути донесения информации и постоянно развиваемся, но по сути наша задача остается одинаковой. Мы должны информировать киевлян о том, какие решения принимает городская администрация, какие дела в городе происходят, там, где ярмарки будут на эти выходные. То есть о поточной жизнедеятельности города. Но, конечно, каждый раз смена — это немножко стресс, потому что каждая команда приходит с каким-то своим новым видением, с какими-то новыми задачами. Но, тем не менее, вот, наверное, просто мне везет, потому что у нас все время становится все более эффективно, все налажено, и мы все-таки очень быстро развиваемся. Если взять ту пресс-службу, в которую я пришла в 2006 году,
когда мы анонсы рассылали по факсу журналистам, то понятное дело, что со временем появляются новые технологии. Сейчас у нас есть Конечно. свой телеграм-канал, на который я очень рекомендую подписаться всем, кто живет в городе. Мы И тоже ссылочку методы сможем работы. выложить. Да, да. Да, да, обязательно. И Мгм. методы работы у нас все время мы стараемся как-то упростить эту коммуникацию, там, убрать какие-то уже ненужные бюрократические процедуры. Мгм. Мгм. И обычно нас руководство в этом поддерживает. Да, Очень надеюсь на сохранение этой тенденции, потому что мне кажется, что сейчас мы наладили такую очень хорошую коммуникацию и с журналистами, и с горожанами, и я надеюсь, что мы сможем и дальше держать этот темп и все время придумывать, как бы сделать все еще быстрее давать информацию, еще быстрее отвечать на запросы, ну да. и нас и дальше будут в этом поддерживать наше руководство. Будем на это надеяться, да. Катя, вот следующий мой вопрос по поводу молодежи. Вот ты говоришь, что новая кровь меняется движение. Скажи, пожалуйста, ты также недавно занялась преподавательской деятельностью, и, как я уже сказала, ты преподаешь дисциплины, связанные с пиар-структурами, с пиар-менеджментом, Мгм. то есть, опять-таки, это область. Расскажи, пожалуйста, как ты преподаешь молодежи, потому что они же наверняка знают твою, так сказать, параллельную должность, помимо преподавателя, да? Как ты их учишь, грубо говоря? Что ты им рассказываешь? Какие вещи? Я рассказываю им только то, что я знаю на практике. Мгм. Поэтому у меня все дисциплины, которые я преподаю, они связаны непосредственно с тем, что я делаю. И в основном все мои какие-то примеры или задания для них, они очень практичные, они из реальной Мгм. жизни. Да. И у меня очень открытые отношения с моими студентами, я их очень люблю. И некоторые мои бывшие студенты сейчас работают со мной. Прекрасно. Собственно, это была одна из моих задач, когда я пошла Мгм. преподавать. У нас был такой небольшой кадровый голод, и я хотела молодых и активных специалистов, Мгм. поэтому Мгм. я решила, что оптимальным будет пойти в институт журналистики, факультет связи с общественностью, и там среди студентов уже выбрать себе кого-то, и у меня за все время 4 или 5 моих студентов и студенток работали. Вот сейчас осталась одна моя студентка, она уже закончила университет и Мгм. продолжает работать у меня. И были еще ребята, которые работали, но они все уехали учиться за границу после того, как Мгм. поработали у нас пару лет. Но, тем не М, менее, они получили практику, это тоже важно, да, то есть даже чуть-чуть они у вас поработали. Да, Это ж они получили практику, и мы получили свежий взгляд Мгм. на Мгм. э, процессы, на оптимизацию, потому что, Мгм. конечно, студенты дают мне такой очень сильный энергетический заряд. Даже те Мгм. вопросы, которые они мне задают, они мне позволяют как-то больше ориентироваться в том, что нужно Отлично. Мгм. моим потребителям. Конечно. Э, ну и вообще общение с ними так немножко разряжает после работы. Абсолютно. Оно абсолютно другое. Мы с ними дружим. Там, у нас есть общие чаты, в которых мы Мгм. переписываемся, сбрасываем друг другу какую-то интересную информацию. Вот это мне очень нравится. Но, кстати, по поводу молодежи, когда я пришла в мэрию, я была самой маленькой там. Мгм. Сейчас у нас гораздо больше молодых людей работает Мгм. на государственной службе. Очевидно, их тоже не испугало это страшное название. Ну да. И такое лицо госслужащего уже Меняется. становится моложе. Мгм. Мгм. Да, что очень приятно, потому что, конечно же, опыт очень важен, но вот эта вот комбинация
опытных сотрудников, их коллаборация с Мгм. молодыми, очень энергичными, она дает очень хороший результат. И Отлично, у меня да. в управлении тоже есть люди, которые... У меня есть некоторые молодые сотрудники, им столько лет, сколько некоторые другие работают уже в администрации. Ну да. Да, я И понимаю. это очень классная комбинация, они друг друга корректируют в работе, и получается такой очень хороший результат. Мгм. И, в общем-то, поэтому студентки мне очень важны и в работе, и для того, чтобы просто понимать, какая температура за бортом, Ну да, 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 что абсолютно. происходит, о чем Абс они думают, потому что Согласна с часто тобой абсолютно. то, о чем они мне рассказывают, я вряд ли бы узнала просто так. Конечно, конечно. Сейчас скорость информации, все меняется, они, как молодежь, они могут понимать, да. Катя, и очень интересно про комбинацию, и людей постарше, и людей помоложе, и ты всем этим руководишь. Вот мой следующий вопрос по поводу, скажи, пожалуйста, тяжело ли быть женщиной у руля? Тяжело ли быть женщиной в твоей сфере, в политике, во власти, в журналистике, в пиаре? Ты уже очень много лет работаешь на руководящих должностях. И скажи, пожалуйста, сейчас вот на повестке дня феминистическое движение и как бы сила женщин. Какой твой взгляд на это и какой твой опыт, скажем так? М, Мне кажется, что просто достаточно тяжело быть у руля и женщине, и мужчине, потому что Мгм. когда ты руководитель, лидер и должен принимать решения, нести ответственность за эти решения, это в любом случае сложно. Мгм. Это то, к чему ну, не все даже стремятся, по сути, Да, потому что это да. большая ответственность. Мгм. Ам, Тяжело ли быть ну, да, 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 в нашем таком достаточно патриархальном обществе есть моменты, конечно, м, где, наверное, было бы проще, Мгм. была бы я мужчиной. Но, конечно, в журналистике работает очень много женщин. В институте журналистики обычно учатся девочки, мало мальчиков, вот уже на руководящих должностях часто Мгм. оказываются мужчины. Ну, мне Это, скажем так, кажется, не только что извини, это, не скажем так, не только в только, твоей сфере, это в мире так, к да, сожалению, да. да. Мгм. И Во вот если всем. взять в целом весь вот этот вот аппарат администрации, Мгм. то, конечно, мне кажется, что у нас все-таки больше женщин работает, Ам, но среди руководителей больше мужчин, да. Мгм. Хотя именно в аппарате администрации, в который входит в мое управление, приблизительно одинаковое количество руководителей женщин и мужчин. Мгм. Мгм. Ну, я просто феминизм, конечно, я считаю себя феминисткой, но мне кажется, что очень часто сейчас м, люди по-разному реагируют на такие заявления, а Абсолютно. так как моя задача часто сглаживать конфликты, а не Мгм. порождать их, я стараюсь действовать как феминистка, не заявляя об этом. То есть И я мне кажется, просто хорошо работаю, эм, наравне, стараюсь быть наравне со всеми другими моими коллегами и другими руководителями, не декларируя каких-то своих взглядов. абсолютно с тобой согласна. Более того, считаю, что это, наверное, в какой-то степени важнее, так сказать, не словом, а делом. Потому что ты, мне кажется, можешь быть примером для многих девушек молодых, для девочек, которые приходят в принципе, в любую сферу, потому что ты с 18 лет там, ты доросла до довольно высокого уровня, и
Мне кажется, что это намного важнее, чем просто заявлять и не иметь почвы, так сказать, под этим. Но при этом я хожу на феминистические марши 8 марта и на Киев Мгм, Прайд. Мы ходим всей семьей, с моей мамой, сестрой и ее мужем. Потому что я считаю, что это движение очень важно. Без него мгм, у нас просто не будет шанса для развития конечно. и для того, чтобы общество становилось более толерантным. Мгм, Но вот в работе у меня я в основном работаю с людьми, которые м, очень толерантны, воспитаны и хорошо образованы, поэтому каких-то таких конфликтов на этой почве у меня не возникает, просто потому мгм, что мне повезло. мгм. Меня окружают очень умные люди. Это действительно повезло. И так должно быть дальше. Желаю тебе такого. Да, я вот как раз хотела спросить у тебя про... Ты неоднократно у себя на страничке официально заявляла о поддержке прав ЛГБТ и вообще о поддержке прав человека. И потому что марш равенства — это же действительно о разных аспектах человеческой жизни, о правах. И я видела твои фотографии, они открыты, публичны, с всей семьей. И более того, насколько я знаю, за последние годы и сами представители власти неоднократно заявляли о поддержке, потому что были разные депутаты, и Лещенко, и бывший президент Петро Порошенко тоже заявлял у себя на странице о поддержке. Скажи, пожалуйста, как власть и мэр Кличко, если мне не изменяет память, тоже он поддерживал? Я могу ошибиться, но мы это перепроверим, если что. Скажи, пожалуйста, Администрация поддерживала? ну, начнем с того, что марш равенства — это большое мероприятие для города и Да, для городских конечно. служб. Это вызов, потому что это мероприятие, у которого как много и сторонников, и Мгм. противников. И наша задача, чтобы права всех в данном случае были соблюдены. Конечно. Поэтому для города это вызов. И мне кажется, что вот результаты последних маршей показывают, что город этот вызов очень достойно принял. Да. У нас было все отлично организовано, и да, киевская администрация очень много сделала для успешного проведения Мгм. этого мероприятия с точки зрения безопасности и благоустройства. И наши специалисты совместно с правоохранительными органами прорабатывали маршрут так, чтобы это все Мгм. было максимально безопасно. Конечно. М, Да, и у нас было заявление с призывом людей быть толерантными. Мгм. И лично я считаю, что это очень важно для развития общества, потому что м, мы на самом деле все равны, Конечно, ам, конечно. и поддержка любых микрогрупп, Да, она очень важна. Она про крепкое, безопасное общество. Потому что марш равенства, он же был не только про ЛГБТ, он был вообще про конечно. то, что для меня он был про то, что город это территория равнодоступная для всех, и Да, для людей с инвалидностью, и для да, представителей каких-то нацменьшинств, да. и для представителей ЛГБТ. Эм, И так Безопасное должно место. быть. Да, Да, и задача любой власти обеспечить для своего населения вот эту безопасную среду. Поэтому, конечно, для меня это важно, и высказывать эту поддержку лично для меня тоже это важно. И я рада, что могу это делать публично. да, да, это очень важно, потому что и чиновники, и люди, которые работают в этом, вы это делаете публично, и это тоже, я думаю, меняет взгляд простых жителей, да, то есть меняет Я взгляд очень на на этот это вопрос. надеюсь. Я Мгм. очень надеюсь, что это делает всех нас
более современными. Конечно, конечно. Современными — это хорошее слово. Именно современными, согласна, потому что именно современными, да, согласна, Катя, абсолютно. Катенька, у меня самый финальный вопрос уже к тебе, потому что сегодня, как я уже сказала, суббота, я забираю у тебя, опять говорю с тобой о работе в твой выходной день, что нужно тоже Это отметить, что ты нормально, всегда... тем более, что завтра я дежурю, у нас непрерывный процесс работы, и мы дежурим по выходным дням, и завтра мой день, завтра мое рабочее воскресенье, так что я не выхожу из этого рабочего процесса, мой рабочий день не заканчивается, и неделя тоже. И да, я понимаю, ты всегда, я знаю тебя, и ты всегда онлайн, и ты всегда в каких-то своих вопросах. Я не И... работаю только когда я ем. Катя, к вопросу о еде. Вопрос, который я не могу обойти стороной. Расскажи нам, пожалуйста, пару слов про столовую КМДА. Столовая КГГА — это удивительное место, в которое хожу даже я, причем не один раз я там бывала. Скажи нам, пожалуйста, поможет ли столовая, вообще стоит ли нам об этом, конечно, рассказывать, потому что все люди узнают и будут там кушать наши пирожные. Да, нам не достанется в Нам не итоге. достанется. Но расскажи нам, пожалуйста, два слова. Во-первых, о доступности этой столовой, которая находится прямо в здании управления и мэрии, и, прошу прощения, администрации, да. И расскажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, способствует ли это развенчиванию мифа о недоступности власти? Потому что, как минимум, я, когда несколько раз приходила в столовую, я видела, как, так сказать, власть ест. Потому что я видела разных депутатов или там разных людей, которых я когда-то видела по телевизору, я видела там в обычном абсолютно, в обычное обеденное время с вилкой и ножом. Расскажи нам, пожалуйста, немного о столовой КМДА. Да, сейчас, конечно, чуть-чуть у нас другой режим работы, потому что карантин, Да. но вообще последние лет 5-6 первый этаж мэрии и Мгм. столовая КМДА открыты для всех, кто хочет туда зайти. И сейчас у нас даже сделали open space, в котором принимают обращения граждан. Непосредственно на первом этаже очень комфортное пространство для людей. Там есть банк, почта, но самое главное, что там есть эта столовая. Вернее, буфет и столовая. Мгм. Это действительно прекрасное место для всех, кто хочет пообедать в центре, потому что Мгм. я не могу сказать, что там супер дешевые цены, скорее они обычны для какого-то фастфуда. Средние, да. Да, Они при не очень этом высокие, я бы сказала. они не очень высокие, но они не супер дешевые. То есть Ну, там каких-то рыбы красной за 30 гривен, конечно, не купишь. ну, понятно, ну так это, извините, и красная рыба, да, да, то есть, Ну да. да. И столовая наша в обычное время, не в карантин, работает с 9 до 6. Туда может зайти любой желающий, просто через центральный вход пройти в мэрию, пройти металлоискатель и зайти в столовую, она прямо напротив входа, что очень удобно. Очень удобно. А, Да, в столовой действительно у нас можно поесть, сидя за соседним столиком с Вот, депутатом, либо вот. с кем-то из заместителей главы администрации. Со мной можно пообедать тоже. Да, да, А, абсолютно. И да, мне кажется, что вообще вот эта вот открытость Мгм, и открытое публичное пространство в мгм. мэрии, оно очень важно. Да, не все об этом могут догадаться, просто проходя мимо администрации. Я думаю, что не каждому придет в голову, что а нельзя ли там поесть? Мгм, Но вообще мгм. можно, и у нас очень вкусные, шикарные эклеры, и иногда у нас бывает такой мини-киевский торт порционный, который тоже очень любят мои коллеги.
И многие друзья, которые заходят пообедать, в итоге такие соблазняются на этот торт. Абсолютно. Катя, я теперь Вот. нервничаю, что мы так публично вот в интервью об этом рассказываем. Вот действительно все узнают про наши с тобой секреты, так сказать, И думаешь, нам не кулинарные. останется, да? Ну, ты знаешь, сотрудники, менеджер стола, они очень хорошо реагируют на спрос. Я думаю, что Конечно. нам, если что, торт... Или я попрошу просто, чтобы нам чуть оставили. Хотя бы один кусочек на двоих. На самом деле Да, это... там всегда было очень вкусно. Я просто Да, помню, когда я только пришла на работу, и там по утрам была какая-то дичайшая очередь за булочками, и было большой удачей договориться с буфетчицей, чтобы она тебе чуть-чуть оставила, потому что разметали вообще за раз. конечно. И, честно говоря, первые 5 лет работы я набрала даже не 5 килограмм, поэтому... Опасное место. Я всегда своим новым сотрудникам говорю, что держите Опасное себя в место. руках. А вот и Да. столовая, и что можно и покушать, и сделать все дела, и, так сказать, сблизиться с властью, да, с представителями власти или каких-то структур. Поэтому мне кажется, что это такой интересный абсурдистский ход. Рассказать, что вот работает столовая, и там можно увидеть кого угодно. Да, но еще на самом деле, ну, это очень утрировано про власть, потому что Я понимаю. это всего лишь город, там работают, по сути, менеджеры, которые помогают городу функционировать. М, Мне вот как-то восприятие городской администрации как там властной структуры немножко, м, ну, кажется таким преувеличенным. Мгм. И вот эти вот все мои коллеги, которые едят в столовой, они точно так же после этого пойдут там, на ярмарк в субботу или в очереди в супермаркет постоят. То есть они гораздо проще, чем может думать Вот. какой-то прохожий. Поэтому Мгм. зайти и посмотреть, как это все, как они едят, это, конечно, такой еще немножко познавательный процесс. Ну вот, я же об этом, в принципе, и говорю, что, опять-таки, да, совмещение личного и публичного, для тебя это не играет уже никакой роли, потому что ты там уже около 14 лет, больше даже, да, и Да, твои я там уже все сотрудники, попробовала в этой столовой, да. и ты там уже всех увидела и всех знаешь. А для людей обычных это может быть интересно, и, ну, как минимум, своеобразное сближение, да, с людьми, которые едят, с людьми, которых можно увидеть по телевизору, опять-таки повторюсь. Пришла кошка, и я думаю, что она нам намекает, Да. что тебе пора уже ее либо кормить, либо это прекрасный момент. Да, знаешь, как этот котик, который во время службы отхлебнул Да, 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 молока да, у да, 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 священника. абсолютно, абсолютно. Я думаю, что это, Катя, хороший символ нам с тобой окончить нашу великолепную беседу. Спасибо тебе огромное за твое время в твой выходной день. Опять говорить про работу, но тем не менее, как ты сказала, это уже часть твоей жизни, и поэтому спасибо большое. Анечка, спасибо тебе большое за вопросы и за интерес к этой сфере, потому что на самом деле я не думаю, что многие люди задаются вопросом о том, кто там отвечает на сообщения от Да. имени странички Мгм. администрации. Поэтому я Да. очень благодарна тебе за то, что ты позволила мне этот вопрос чуть-чуть раскрыть. Спасибо тебе, Катенька, большое. Спасибо. Мы с тобой будем на связи, и все ссылки, которые есть, мы под видео выложим, чтобы люди знали, что можно и связываться, и чтобы люди знали, что там просто сидят обычные сотрудники, и ты, в частности, и обычные люди, да. Да. Можно написать в страничку администрации, там, я хочу, чтобы мне ответила Катя Баранова. Такой запрос может быть у людей, да, Да. да, тоже. Я поняла. Хорошо. Спасибо тебе огромное, Катенька. Анечка, тебе Пока-пока. спасибо. Хорошего Пока-пока. выходного.